Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером, в крещенские морозы, вы здесь для того, чтобы согреться под лучами аналитики Дмитрия Спивака. Он на связи, в прямом эфире, все вживую. Дмитрий, приветствую вас. Да, приветствую, Саш, тебя, приветствую зрителей с праздниками. Всех просто респект всем тем, кто вот окунулся или окунается в данную минуту, потому что я не знаю там, как у вас, где вы там живете, в Одессе сегодня очень холодно, ветрено, ну, в общем. Не очень представляю себе, как это все происходит, но тем не менее, смельчакам все, респект и уважуха. Готов, Саш, готов к диалогу. Приветствую вас, зрителей, всех, кто там. Обязательную программу надо выполнить. Кто не успел подписаться, жмем кнопочку. Вы все это знаете, ребята и девчата. Ну и сегодня с вас лайк, а с меня некая, как обычно, на канале Александра Шелеста. Я Дмитрий Спивак, и моя немножечко, чуть-чуть такая альтернативная, может быть, точка зрения на те или иные события. Но вы знаете, да, друзья, я всегда говорю то, что я думаю. Может, чуть меньше, чем знаю, но то, что думаю, это очень важно. Все, готов, Да, поехали. безусловно, очень важно, дорогие друзья, и ваше участие непосредственно. Режим прямого эфира, он подразумевает, что мы вместе, да, сообща, смотрим на все эти тенденции, пытаемся уловить суть, немножко заглянуть в будущее и проанализировать то, что с нами происходит. Это лучше всего делать в комментариях и в чате трансляции. А также заблаговременно оставлять свои вопросы, свои какие-то, скажем так, мнения, мысли, вопросы для Дмитрия. В общем, клуб зрителей Шелеста закрыт. Там анонс нашей встречи и возможно задать вопрос. Также точно, абсолютно открыто в сообществе YouTube. Милости прошу, оставляйте во время эфира. Чат трансляции единственное, что мы тоже подключим, но там он убегает, да, как скоротечное наше время, и поэтому лучше вот на финальную часть оставить свой вопрос. И если хотите написать в чате, в конце, пожалуйста. QR-код, который видите на экране, возможность прям написать на экране, чтобы все прочитали и канал поддержать. А также всем спасибо большое за подписку, за лайк и за то, что, ну вот, да, вот несмотря на холода, да, и таким холодком повеяло из Гренландии последние пару суток, вы все-таки находите в себе жар эмоций, выплескиваете их в обсуждении всего происходящего. Начнем сегодняшний эфир мы вот с какого опроса. Сможет ли Украина и Европа самостоятельно, без Соединенных Штатов Америки, противостоять России? Ну, понятно, что в контексте мы, украинцы, мы в контексте украинской войны, российско-украинской войны. Вот продолжение, вот то, что никак не сведут концы с концами, то есть в этом контексте. Возможно, кстати, это тоже мы с вами поговорим, обсудим, есть уже другие театры боевых действий, провокации, Сувалки, там литовские разведчики нам вбрасывают, и вообще планы, Балтийское море, танкеры, в общем, там очень интересно. Ну, вот такой вопрос, да, сможет ли Украина и Европа дать отпор России и противостоять и воевать? Нет, это обречено на провал. Да, но ненадолго, год-два от силы, вот так вот в таком непонятном режиме, вроде мы есть, вроде нас нет. Да, есть все шансы на успех, ну что... консолидируется Европа и, в общем, быстрее придут к миру через силу, как вот, да, через войну. Или еще один вариант, как бы сможет, уже так определенное время и происходит. То есть вариант ответа с недоумением, мол, так уже есть сейчас. Вот такие 4 варианта, они основаны на том, что ситуация вокруг Гренландии подстегивает развал НАТО. И уже многие аналитики пишут, что придется Европе делать свой альянс. Дмитрий, а если гипотетически предположить, что этот альянс НАТО без Америки или не НАТО, но Европейский Союз вместе с Украиной, то какие шансы? Какой бы вариант вы выбрали? Нет, ну, если консолидировать все ресурсы, имеющиеся и потенциальные, то, безусловно, да, потому что с военной точки зрения Украина помощнее очень многих европейских армий. Что касается экономики, военно-промышленного комплекса, то у России, конечно, там оно все уже на этих рельсах и идет или бежит, работает. Европа только начинает этим заниматься. Они 35 лет были под зонтиком НАТО, их все устраивало, курили сигары, пили кофе, вели жизнь сибаритов. Сейчас опомнились и так далее. Поэтому теоретически да,
Ну, Соединенные Штаты Америки не пуп земли русских, не пуп земли или не русская вообще всея, да. Но на сегодняшний момент то сложновато, год-два, да, дальше как поступит Европа. Тут же очень важно, Саш, понять, что нашу позицию понятно, возможности, вернее не позиция, возможности, ресурсы, внутренний потенциал Украины уже все поняли, да. Значит, 4 уже война, которую затеял Путин в Украине полномасштабно, она уже идет больше, чем Великая Отечественная война. И поэтому все, что может Украина, мир видит. Мир не понимает, что может Европа. Они трусливые немножечко, они лицемерные, циничные, всего боящиеся и непривычные жить без зонтика США. Вот, им надо к этому... Ну, зонтика США, НАТО, неважно. Говорим США, подразумеваем НАТО. НАТО и это и есть Соединенные Штаты Америки. Остальные это такие осколочки, которые сами по себе не играют. Вот, теперь что касается НАТО, Саш, очень важно, извини, скажу свой прогноз, я его давно говорил, просто с учетом твоего вступления повторюсь. НАТО без США существовать не может. На мой взгляд, роль НАТО так или иначе в ближайшие 7-8 лет подходит к своему завершению в том виде и формате, в котором оно есть. НАТО – это противостояние двух супердержав США и Советского Союза. Да, НАТО против Варшавского договора. Дальше 91-й все распалось. Гегемония США. Они ни у кого ни о чем не спрашивали всегда. Ну, Трамп сейчас тоже ни у кого ничего не спрашивает. Но с появлением БРИКС, с появлением формирования многополярного мира, я считаю, что НАТО к 1935 году – это максимум, это такой потолок. Два есть варианта. Первое, оно будет существовать, но уже больше в теории, а дальше оно будет фрагментировано. И Соединенные Штаты Америки будут строить определенные блоки уже регионального характера, ну, допустим, как AUKUS, да, там вокруг Китая. Или с точки зрения масштабирования и геостратегического противостояния будет создан некий альтернативный блок. То есть в многополярном мире не может существовать одна военная дубина. Да, это второе. И третье. Европа обречена в хорошем смысле слова на то, чтобы в ближайшие 3-5 лет создать то, кстати, о чем в далеком уже 2018 году заявлял нынешний глава коалиции очень решительных и очень желающих Эммануэль Макрон. Вот тут надо отдать ему должное, то ли Ротшильды подсказали такую стратегию, но в 2018 году он впервые заговорил о необходимости создания некой такой европейской армии, европейских вооруженных сил, европейских оборонных сил, называйте это как угодно. И вот Европа будет идти по этому пути, и вот в этом аспекте Украина будет играть значительную и серьезную роль, субъектную роль, потому что и армия, прошедшая все, что прошла армия, и географическое расположение, то, безусловно, да. Поэтому судьба НАТО для меня, вот я ее определяю так, собственно, как и судьбу Европейского Союза. Я думаю, что и бриты будут продолжать такую раскольническую внутреннюю позицию на раскол Европейского Союза в нынешнем ее виде. И поэтому тоже я не убежден, что ЕС в нынешнем виде, в нынешнем формате и в нынешней идеологии, да, а-ля там Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен и евроглобалисты, что оно будет существовать долго. Я тоже думаю, что на рубеже 30-35 будет видоизмененная история, поменяется карта политической Европы, возникнут некие новые альянсы. Бриты спят и видят возглавить Европу, поляки видят свою, так сказать, да, здесь Восточная Европа, Польша, Украина, страны Балтии. Поляки нас же всегда рассматривали как так, младших партнеров на подхвате. Чем раньше мы поймем отношение поляков к нам, тем раньше мы будем правильнее реагировать. И не считать, что у нас враги только венгры и словаки. Европа двулично лицемерна и переобувается в воздухе. Посмотрите. Да, они уже, значит, все, что касалось Венесуэлы, они поддерживают, а все, что Гренландия, они как бы кричат и пищат, и визжат. Это первая сторона. Вторая сторона, уже все заговорили, что надо контактировать там с Кремлем, потому что без них, мол, что-то там происходит. Еще недавно они говорили от обратного. Тут надо отдать должное бритам, они последовательно за продолжение войны в Украине. Они говорят, никакого диалога с Кремлем, никакого диалога, значит, с Путиным.
будем продолжать давить Ну, вот это ничего на, себе значит, отдать Россию. должное. Слушайте, ну я хотел, кстати, на бритах Отдать зацепиться. должное в кавычках, не, ну, Саш, ну я же понимаю, что ты должен понимать уже мою иронию. Отдать должное в кавычках поставил, а еще можно сказать отдать должное их последовательности. Ну, они всегда, как бы, справедливости ради, наверное, Борис Джонсон нам все показал. Бриты всегда за долгосрочную войну здесь были вот эти годы, за войну на истощение, они противостоят таким образом с Россией, они таким образом понижают экономическую подушку Евросоюза, а значит, они, значит, надеются на какой-то раскол внутри Союза. Бриты ведут свою игру просто за наш счет, нашими судьбами, да и все, Ну, не более, не менее. вы же видите, как вот я за бритом хотел зацепиться, как вскрывается вот это нутро и сущность, да? Понятно, Трамп противостоит глобалистам. Понятно, у него свои цели и задачи по Гренландии. Понятно, что он говорит, давайте хоть мытьем, хоть катаньем, давайте как бы купим, давайте захватим, давайте так, давайте эдак. Мы не хотим, конечно, применять силу. Но, тем не менее, он прет как паровоз. Но вы же видите, какой позор. Вот вы говорите, бриты. Стармер выходит и говорит, не-не-не, подождите, вы нас неправильно поняли. Немцы отправились в Гренландию, 15 человек, окрутнулись там 20 минут, улетели назад. Норвежцы сделали то же самое, даже ходит шутка по сети. Ну а что там, как бы приехали, посмотрели по сторонам и уехали назад. Все, задачи все выполнили. А Стармер говорит, ребята, американцы, вы нас неправильно поняли. Эти солдаты в количестве 15 человек, 1 человек, да, там еще там 2 человека, они просто как бы проверить, есть ли опасность от русских и китайцев в Гренландии. Поэтому вы не подумайте ничего, это не против вас, американцы, это просто они там съездили, посмотрели, да и вернулись, и никто противостоять не будет. То есть абсолютно, ну как, малодушие Британии в этом смысле и невозможность вообще даже обозначить свою военную силу. Прокомментируйте этот момент, пожалуйста. Да, с удовольствием. И все-таки я вот не что-то... согласен. И вот я что-то не понял, Дмитрий. Не, я, конечно, Да. понимаю судоходство, там Северный морской путь, проекты России и Китая. Ну так подождите, а что, реально Россия и Китай хочет захватить Гренландию? Никогда об этом никто не знал. А вот сейчас прям Трамп через раз заявляет. Первое. Малодушие Европы, собственно, против них и оборачивается, я об этом говорю, каждую программу. Поэтому 15 немцев и 1 британец, да, 4 танкиста и британец. Это смешная показательная акция, но уж коль скоро приехали, что же вы оттуда уезжаете? Европа не просто малодушная, она немножко трусливая и поэтому легковесная. Поэтому с ней никто не считается. Поэтому вы хоть 15 офицеров туда присылаете, хоть 38, ну вы как бы, это показуха ни о чем. Это первое. А вот что касается малодушия Британии, тут я с тобой не согласен. Это не малодушие Британии. Как ты говоришь, ну что, бриты не могут показать свою военную силу на Соединенным Штатам? Ну, во-первых, не могут, во-вторых, не хотят, в-третьих, не считают нужным. Внутри англосаксонского мира абсолютно свои отношения, абсолютно свои отношения между Виндзорами и нынешней командой Трампа, между Виндзорами и предыдущими поколениями демократов, глобалистов, между европейскими домами банковскими и BlackRock'ом. Ну, это своя история внутри англосаксонского мира. Это первое. И это надо понимать, это самое главное. То есть бриты не пойдут против Америки ради Гренландии. Это в смысле зачем? Они лучше там поучаствуют вместе с американцами, когда они заберут. О, это другое дело, это по-британски. Куда-то влезть, что-то там сделать. Можно что-то где-то взорвать, спецслужбы и так далее. То есть какой может военный потенциал поставить Британия? Кому оно может противостоять? Сила же Британии в другом. У них 80 тысяч армия. В Украине 800, в Британии 80 тысяч. То есть их сила в другом. Вот это вот эквилибристика словесная Стармера, так ну что Виндзоры говорят, то он и делает. Нахрена они туда одного офицера прислали? Ну Европа присылает, и мы тоже, мы ж тут вместе как бы, да. Немцы уехали, и мы уехали. Норвежцы уехали, и мы уехали. А то, что это цирк, Саш, тут я с тобой абсолютно согласен, потому что когда читаешь вот эту последнее, как бы, как это сказать, ну я даже не знаю, изыски литературного слога от Дональда Трампа, который обратился к норвежским властям с обидой
пятилетнего парня из песочницы, мол, ну что ж вы мне не дали вот эту Нобелевскую премию, хотя я остановил 8 войн, ну все, тогда теперь я пойду заниматься войнами. Раз вы меня, норвежцы, не признаете, значит, послом мира, пошел я заниматься войнами, заберу я это, значит, Гренландию и так далее, и так далее. Ну, я, понимаешь как, если забежать, так сказать, наперед, Трамп заберет. Данию, но не теми способами, которые сегодня обсуждают. Не пойдет он туда, на мой взгляд, там, военным корпусом, хотя с Трампа останется, он такой товарищ. Но каким-то другим образом свое влияние, договорившись с Европой, прижав их, никуда они не денутся, потому что пошлины работают. И он же, видишь, какой нашел болючий инструмент. Так, Помимо того, что подождите, Европа заключила с Америкой 10% да, вроде ж как, вассальский для себя. вроде ж Да? как не шибко много, но они все переполошились. Я, если честно, был очень удивлен. Ну, сумма-то, Саш, ну это же это ж не Саш, 500, ну, это ж не, ну даже не подожди, да нет. 25. А они прям, видите, как вот эти страны собрались быстро, сами там вдарили по пошлинам. Сейчас скажу. Саш, смотри, ты не прав. Когда речь идет о 500, 380, 1022, это же не про экономику, это про поговорить. Это про заполнение информационного пространства. Трамп против Китая 275, Китай против Трампа 275, проходит неделя, все сдают назад. Это же не про экономику. Про экономику это 10-15%, и это уже в минус. Это очень больно бьет по экономике, по экспорту всех европейских стран. Более того, ты просто перебил меня. Я же хотел сказать, что эти пошлины легли сверху, легли на вассальский для Европы, значит, торговое соглашение, которое они подписали с Трампом. Там плохие условия для Европы, а тут еще плюс. Конечно, всполошились, потому что не понимают, что делать. Ну, послали в Гренландию каких-то солдат. Ну, как бы остановить, напугать Трампа. По-моему, напугали сами себя. Свалили оттуда. Мерц, он же ж такой парень. Он от мы вот это вот до пора говорить с Путиным, у Мерца как бы да, полдня. Ну, с него станется. Поэтому, кстати, для нас, для граждан Украины, ситуация с Гренландией должна стать очень показательным. Это про Макрона, про Мерца, про остальных желающих привести сюда воинский контингент. Если 4 танкиста и собака на западную границу Украины, то не надо. У нас и танкисты есть, и собаки есть. И свою западную границу 800-тысячная украинская армия способна защитить сама. Если хотите прислать контингент вот здесь по линии соприкосновения, будьте любезны, пожалуйста. Но сюда вы не хотите, а туда и нам не очень надо. И они сами себя палят. Вот европейцы своей вот этой вот мягкотелостью, бюрократизмом. Вот сейчас мы ответим. И Макрон сегодня опять стучит кулаком, и мы против Трампа. Кто вы против Трампа? Вот я хотел бы спросить, что вы против Трампа? В военном плане, ну, смешно. Ну, страны НАТО, ну что, это полнейший будет раскол. Экономически вы очень слабы, вы ничего не можете сделать сегодня с Соединенным Штатом. Политически, ну, кроме британской короны, остальная Европа не готова, не способна, не может. Что вы можете сделать? Поэтому, конечно, поэтому всполошились. Мы сейчас посмотрим на ситуацию в Давосе, это очень интересно. Там полностью поменялась повестка дня. Ну и хочу, пользуясь эфиром, Саш, обратиться к сотням тысяч, наверное, украинцам, которые по какой-то причине радуются, значит, триумфу Трампа в Венесуэле и рассчитывают, что таков же будет его триумф в Гренландии. Ну, что типа пусть типа Путин смотрит, и Европа вот... А чему вы радуетесь, когда ситуация в Гренландии ухудшает ситуацию в Украине переговорную раз, смещает акценты. Давос уже не будет имени Украины. Давос сегодня будет имени Гренландии. Давос уже не будет главной действующей площадкой, чтобы заключить, чтобы, надежда была, что Трамп, Зеленский там, почти что, чуть ли не подпишут уже там, да, если не глобальное мирное соглашение, то какие-то гарантии американской безопасности. Теперь у меня вопрос. Если европейцы пошли прямо против Трампа, но требуют от Трампа его согласия на гарантии безопасности для Украины, Трамп подпишет эту историю? Ну нет, конечно. Кто пострадает? Мы. Французы и немцы от этого не пострадают. А мы пострадаем, потому что в тартарары полетят все договоренности, все эти мирные подписания, Украина, Европа и так далее.
Что толку, что Европа с нами что-то подписала, если они безы на себя не берут, без включения туда США? А в сегодняшней ситуации по Гренландии о какой поддержке Дональда Трампа позиции Европы можно вести? Ну и вот эта история, да, которую Трамп озвучивает, что, мол, или мы, или Россия и Китай. Я не очень где-то слышал, что Китай и Россия там предыдущие годы там претендовала особо на Гренландию. Может быть, что там и есть там согласно каким-то, не знаю, разведданным для Дональда Фредовича, но как-то в публичной сфере я не очень. Китайцы заняты своим, у русских есть Арктика, и как-то я не слышал про Данию, Гренландию и так далее. Но куда-то несет Дональда Фредовича. И одно из двух, Саш, тут я могу точно сказать, не будем сегодня про международный порядок, что он там все это умножил на ноль, двуличная Европа, которая, значит, сквозь пальцы, и, значит, тут играем, тут рыбу заворачиваем, выкрали Мадуро, классно, обнимаем Аль-Шара, супер, что говорите, он террорист, неправда, он приличный парень, а вот Гренландию не трогай. Ребята, хочется сказать всем европейцам, так не бывает, так не бывает. Международные правила или они есть, и они касаются Сирии, Мадуро, Венесуэла, Гренландии, Северного Кипра, Украины, Европы, любого. Или их нет. Если их нет, право силы. Если их нет, право сильного. Поскольку Дональд Трамп не считает вас, Европу, вот эту евроглобалистскую Европу, не считает вас ни сильными, ни силой, с одной стороны, и не любит вас как представителей глобалистского мира, который замыкается на демпартию, он прет, вот как Саша сказал, да, вот как я не знаю, какой-то бронепоезд прет, но тут по-разному может быть. Он или будет триумфатором, заберет не только, значит, Венесуэлу, которую он забрал, Венесуэла стала первой современной колонией, которая на это согласилась. На всякий случай к госпоже Родригес туда слетал господин Рэдклифф, глава, значит, ЦРУ. Ну, как вы думаете, чего ЦРУ встречается с властями Венесуэлы? Ну, наверное же, не обсудить судьбу венесуэльского народа, которые остались и без Мадуро, и без наркотиков, да? Наверное же, о чем-то другом. То же самое будет с Гренландией. Единственное, я прогнозирую, что Трамп как-то иначе вопрос решит. Из Дании, из Гренландии там будут и деньги, и какие-то договора, потому что, ну, во-первых, Трамп уже не может отступить назад. Он настолько себя вот своей эксцентричностью, он настолько иногда себя загоняет в собственный угол, а может быть специально это делает, чтобы не дать слабину. Ну, то есть все, назад Дональд Трамп пойти уже не может. Столько, сколько он уже сказал про Гренландию, влияние Америки в Гренландии должно быть достигнуто. Ну, И смотрите, потому что летает, и потому тут... что 8% всех редкоземельных металлов, и потому что военные базы, которые там расположены, нужен космос, да, нужна связь, нужна разведка, и к будущему возможному сотрудничеству с русскими по Арктике. Ну, смотрите, то тут есть можно с вами Гренландия спорить. архиважна. Можно Давай, спорить. Я это же очень интересно. бесспорно. Гренландия архиважна, как бы набор аргументов великолепный, однако. Ну, то, что Трамп не отступит назад, ну, извините. Вон, все уже считали часы до бомбежки Ирана, думали о сухопутном контингенте, как вот сейчас этот протест, заведут этого шаха. Нет, говорит, слушайте, спасибо, Иран, вы не стали казнить 800 человек, которых поймали. Вот молодцы, остановились. Режим устоял, и Трамп отполз, причем резко, быстро. Вопрос только в том, что сейчас, как бы, понимаете, тут в сути Европы вопрос по поводу Гренландии. Там никто не может устоять, ну вот конкретно. Они все прячутся друг за дружку в какую-то коллективную, ну вот эту коалицию Ж или коалицию Р, желающих или решительных, и размывают ответственность. Никто не берет ответственность. Они вот все вместе, они вот все, вот мы, Европа, тут Макрон, тут Мерц. А когда поодиночке, все начинают сразу раз и в кусты.
Ну, а проблема в том, что Там, несмотря на тяжелейший кризис, и, ну, правда, шатнули Иран знатно эти протесты, и там еще, может, еще ничего не закончилось, потому что, ну, в общем, понимаем, но режим-то устоял, вертикали-то железобетонные, Трамп глянул, что, им, тем более ему соседи сказали: Трамп, не суйся, а то сейчас они расчехлят все свои ракеты, которые наклепали, и будет тяжело, и он понял: ага, значит, подождем еще, там, до следующего раза, отложим этот момент. Он очень быстро может отскакивать назад. Он очень быстро может позволь, сказать: нет, 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 потом, потом. по Ирану, по Да, Ирану, по Ирану. Не совсем с тобой согласен. Сейчас скажу почему. Ну, первое. Я бы не сравнивал Иран, ну, ни с Гренландией, ни с Венесуэлой, вообще ни с кем. Это другая страна, другая история. А это 10-миллионная армия, это идеология и основанный на идеологии власти. Это второе. Третье, это очень хорошо вооруженная армия при наличии ракет, баллистики и так далее. Второе. Ну и это большая страна. Второе. Это союзники, прям прямые союзники Китая по Ближнему Востоку, там китайские интересы, и российские интересы есть. Россия просто мало может помочь Ирану сегодня, а Китай может помочь, в том числе вооружениями. То есть Трамп блефовал, когда там тот... Кстати, Трамп никогда не говорил почти, что он там начнет сухопутную операцию, войну и так далее. Он провоцировал, там очень удачный момент. Ведь как американцы действуют? Вот давай для зрителей объясним, что такое цветные революции, как это происходит, да, что такое там ближневосточная арабская весна. То есть ты ввозишь пошлиные санкции, бьешь по экономике этой страны, нивелируешь вообще весь экономический потенциал, опускаешь к плинтусу национальную валюту, вызываешь, ну, естественную реакцию простого населения, негативную, которые выходят на улицы, начинают противостоять, противоставлять себя власти, протестовать. Дальше немножко денег, немножко средств массовой информации, немножко социальных сетей, немножко законов Леброна, как владеть массами, и ты выводишь людей на революцию с лозунгами «долой эту власть» и всем остальным счастье будет и вам. Трамп очень рассчитывал, что там сейчас зажгется и сместят власть Аятоллы. Очень рассчитывал на это, подогревал и так далее, и так далее. Но у Трампа нет, и у Соединенных Штатов Америки нет сегодня ресурсов на Ближнем Востоке заходить туда так, как они зашли, значит, в Венесуэлу. Да, бомбить могут, ну, Трамп продемонстрировал, как он отработал, отбомбил несколько часов иранские объекты ядерные и свалил, а сухопутная операция нет. Ну и два факта, о которых ты сказал, ты же как бы где-то, может быть, сам себе даже противоречишь. Ты сказал, Трамп отполз назад, но дальше сказал интересную информацию. И ты абсолютно прав. То есть впервые за эти годы арабский мир устами Саудовской Аравии, Катара и Омана и Израиля, ну когда такое было, чтобы они были вместе, даже самый воинственный премьер израильский Нетаньяху вместе с саудитами обратились к Трампу, что как бы не надо ну, там какие-то военные операции, ну, потому что ну, вспыхнет весь Ближний Восток. Ведь Иран же тоже может бить по американским базам. Там же натыканы базы американские на всем Ближнем Востоке. Не забывай, что Иран настолько вооружен, что Россия за эти 3 года закупила у Ирана всевозможных видов ракет на $2,5 миллиарда. Представляешь себе, сколько там на складах напичкано всех видов вооружения, причем таких серьезных ракет, наверное, и баллистических, там малой, средней дальности не надо, не важно. Поэтому Иран на паузе. Это стратегическая история, Трампу не удалось с наскока. Тут я с тобой согласен. Спора не пойдет. Он не пошел как бы в лобовую. Но Ирландия это же другая история. Там же пацаны не поймут, извини, в кавычках. Да? Как он может отступить от Гренландии, когда он просто ежедневно говорит, Гренландия мне нужна. Если не мы, то русские. Это наши национальные интересы. Мы заберем, не купим так вот так. Мы обязательно договоримся. Мы уплатили деньги. Значит, Дания не... Ну, то есть он каждый день сам себя, знаешь, заводит вот это вот, как перед рингом. И куда ему деваться. Думаю, что за кулисами происходит нечто, о чем мы не знаем. Вот смотри, Мерц. Вот давай на примере Германии. Значит, коалиция, как ты с иронией сказал, и правильная твоя ирония, коалиция рычащих, решительных и очень вот, да, желающих, жужжащих. Коалиция решительных и жужжащих. Значит, сначала послала туда пару там солдат, офицеров. Больше всех немцы, значит, 15. Бриты, как всегда, красавцы. Одного офицера прислали с биноклем защищать.
Вот, я бы еще Каю взял бы с собой, и эстонских лыжников. Да простят меня эстонцы. Значит, это что было? Это был такой посыл. Давай напугаем Трампа, ну не пойдет же он, мы же НАТО, мы же вместе. Дальше происходит что-то в телефонных режимах, о чем мы не знаем, и Мерц выводит оттуда этих 15 солдат. И норвежцы выводят. Саш, ну они же в эти наперстки играют почему-то. Значит, что-то же произошло. Давай предположу я. Я не знаю, я предположу. То кто-то позвонил тому же Мерцу с Госдепа и сказал, смотрите, завтра у вас будет не 10% пошлины, а 33%. Ваша экономика ляжет где-то до июня. Думайте, как у нас был лозунг в 2019 году. Может быть такой аргумент, может быть какой-то другой аргумент, тоже может, не знаю. Но Мерц и другие, которые туда приводят десяток солдат, а потом оттуда уводят, но они же сами видят, что они в роли, что они плохо выглядят. Значит, что-то же их толкает на вот эту клоунаду. Сначала туда, потом обратно. Вот это мы с тобой не знаем что, но узнаем, как только услышим любую речь Дональда Трампа, если он прилетит в Давос там сегодня, завтра посмотрим. Или он может вообще туда не прилететь, но я бы не радовался европейцам, потому что в таком случае туда может прилететь, ну, допустим, Джей Ди Венс. Значит, свежий комментарий, Да. и давайте перейдем все-таки, потому что нужно разъяснить, да, потому что вот опять многие не связывают, не понимают, но надо вот эту связь, я хочу, чтобы вы четко дали свою позицию по Гренландия, Украина. Вы там упоминали Давос, там переговоры, гарантии, не гарантии, Зеленский, Трамп. Ясно, что сейчас пишет пресса, все будет про Гренландию, Украина на задворках, хотя должно было быть иначе, но тем не менее. Вот только что приходит новость, NBC журналисты подбежали к Трампу и спрашивают у него, готов ли он использовать армию для захвата Гренландии. Тот сказал, без комментариев. Ну, так и сказал, без комментариев. Значит, и добавил, что, ну, понятно, полон решимости пошлины, то, о чем вы говорили выше, да, о том, чтобы, если не согласятся на сделку передавать остров, значит, пошлины, понятно. Но вот он сказал интересную вещь, что Европе следует сосредоточиться на войне России с Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это их привело? Именно там, на этом, Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии, говорит Трамп. Значит, лично для меня, геополитически анализируя происходящее, остался под знаком вопроса то, что мы уже обсудили, это китайско-российский статус Гренландии или угроза китайская или российская этому острову, ну, Гренландии. А второй момент – это вот Украина. Складывается впечатление, что Трамп делает очень такую простую, и не надо тут 7 пядей во лбу, но очень интересную комбинацию. Значит, он умывает руки и уходит из войны России и Украины, говорит, это вам, занимайтесь. Ну и те ж давай там заниматься. Говорит, мы будем заниматься, но ты ж нам дай гарантии, что нас не постреляют. Ну, условно. Трамп этих гарантий не дает. Об этом пишет пресса. Значит, а сейчас он говорит, а что вы там к этой Гренландии? Там это все отстаньте, это мое. Да? То есть сейчас ходят кепочки вот эти мага, make America go away. Ну типа, уйди, Америка. На боксерских матчах на гимне в Лондоне скандируют «Трамп, отвали», «Трамп, уходи», типа, ну вот это все, отстань от нас. А он наоборот говорит, вы отстаньте. Вот у вас, смотрите, у вас война в Украине, занимайтесь. Чего вы? Слушайте, это абсолютно меняет, вот переворачивает ситуацию по поводу этих переговоров Америки с Украиной, и там же в Давосе, мы же не можем это пропустить мимо ушей. В Майами Дмитриев летал от России, в Давос полетит от России. Слушайте, очень интересно сейчас выглядит Украина. Для тех, кто... Сейчас, ну, интересный ты такой пласт разложил. Давай попробую сейчас по полочкам. Для тех, кто считает, что эксцентричность и такая словоблудие некое Дональда Трампа, которая где-то даже граничит с таким политическим, может быть, даже позерством, что это абсолютно непоследовательная его позиция, и что он не умеет формировать смыслы, вы зря. Потому что смыслы как раз он формировать умеет. Смотрите, как в одной фразе он поставил сейчас, во-первых, предложил сделку Европе, ну, между строчками это читается, сейчас я прочту.
С одной стороны сделку предложил, с другой стороны поставил их на растяжку. Что он сейчас сказал? Вот в этой одной фразе, которую процитировал Саша. Он сказал Европе: смотрите, вы хотите, чтобы я вам тут чего-то помогал в Украине. У вас же это глобальная история. Россия, Украина, большая, глобальная, и вы уже там. Вы помогаете, вы покупаете у меня оружие, вы, значит, там, да, вы там. Но вы ждете меня, окей. Я как-то подумаю, могу вам где-то подставить плечо, чтобы вам там было легче заниматься. Только отвалите от Гренландии, потому что так не получится. Я Гренландию все равно заберу, говорит Трамп между строк. Да, но тут вам не помогу. Вы проиграете и в Гренландии, и как бы вот в этой геополитическом раскладе Россия и Украина. То есть это он предложил им сделку. Меняет Гренландию на некую его помощь Украине, хотя он не говорит какую. А с другой стороны, он их ставит на растяжку, демонстрируя: ребята, а без моего оружия, а без моих спутников вы потянете, как бы, и с моими пошлинами, вы потянете противостояние со мной по Гренландии и отсутствие меня по Украине. Ну, посмотри как, в одном предложении. Знаешь, говорят, краткая сестра таланта, я там не трампист, но я отдаю иногда должное. Как вроде вот он такой, да, вот это вот, а произнес одну фразу, посмотри, сколько там смысла заложено. Конечно, они об этом сейчас будут думать, это первое. Теперь Гренландия, Украина. Так от чего тут долго соображать, какая связь между Гренландией и Украиной? Ну, первое, Давос. Значит, это такая тусовка богатеев. Я просто такую справочку для зрителей, что, значит, 3000 миллиардеров в мире владеют таким же количеством ресурсов, как полмира, порядка 4 миллиардов. 3000 миллиардеров и 4 миллиарда. То есть это такая тусовка, такой сходничок очень богатых людей, которые как бы должны говорить о судьбах мира, но никто там о судьбах мира и простых людей в этом мире не говорит. Как накормить, напоить страждущих, так сказать, и так далее. Они говорят о богатстве, чтобы богатые богатели, а бедные беднели. Это такой Давос, такой политический Куршавель. Давос – это политический Куршавель. Но чтобы народам мира как-то это все преподать, там интересные дискуссии, конечно, это площадка для встреч, там, первых лиц и так далее, и так далее. Теперь смотри, как планировалось до Гренландии, что Давос должен стать, ну, таким предфинишным, да, промежуточным, но почти предфинишным этапом переговорного процесса на четверых. Украина, Европа, Украина, Америка, Америка, Россия. Ну вот, да, и встреча Трампа и Владимира Зеленским должно было по планам увенчаться наконец-то словом «yes» от Дональда Трампа на предложение Украины и Европы, значит, поставить свою некую виртуальную или невиртуальную подпись или подписать с нами отдельный документ о гарантиях безопасности. То есть весь Давос жил, ну, вот этой повесткой дня. То, что происходит последнюю неделю между США и европейскими странами по Гренландии, ну, полностью поменял эту, значит, стратегию и повестку. Я не хотел бы забегать вперед. Давайте подождем. Сегодня, завтра и после... Ну, не сегодня, извините, пожалуйста. Завтра и послезавтра самые важные встречи. Но уже же очевидно одно. Дания туда не поехала. Посмотрим на Дональда Фредовича. Будет ли встреча Трампа, если он туда прилетит, и Владимира Зеленского? Наверное, будет, но дело же не в самом факте встречи, а дело в ее результате. И я не уверен, что мы добьемся от Дональда Трампа того, чего хотели добиться. Значит, может быть, есть смысл и нам немножко корректировать свою позицию. А основное, конечно, там будет это США и все европейские лидеры. Потому что торговое соглашение США-Европа плюс 10% пошлин ухудшают экономическую позицию всех европейских стран. А это о чем говорит? Это говорит о том, что правые консерваторы европейские просто ускоряют свой приход к власти и замену всех Макронов, там, Мерцев и так далее. Вот, пожалуй, и все. Поэтому Гренландия для Трампа сегодня с уходом пока в тень Ирана, пока, так сказать, сектор... Кстати, посмотрите, что делает Трамп. Вот, извини, Саш, очень важно. Трамп, на мой взгляд, собирает аналогию или аналог, вот так, аналог ООН. Некий форум мира, где он председатель, как бы Израиль, сектор Газа, и он туда всех приглашает вступать в этот форум мира,
пригласил, значит, Эрдогана, Орбана, Лукашенко, как утверждают товарищ Песков, значит, Путина туда пригласил. Ну вот он главный, он такой главный миротворец и приглашает всех. Понятно, что Эрдоган ответил положительно, там, что Лукашенко не знаю, Путин тоже не знаю. Посмотри, какой хитрый ход. Посмотри, как он всех ставит на растяжку. Вот смотри, Трамп, Путин. Он пригласил Путина в Совет мира. Если Путин соглашается, он признает главенство Трампа. Если Путин не соглашается, ну это такое откровенно как бы против Трампа, на что очень трудно сейчас идти в Кремле, потому что Кремль настолько хочет сделки с Трампом, что бы Дональд не делал бы с Мадуро, Венесуэлей, с танкерами, вот уже ведро вот так будет выливать, а из Москвы говорят: спасибо Дональду Трампу, спасибо за американскую позицию, как никогда наши партнеры и американцы, ну настолько уже вот этот тон, значит, комплементарный и Путин, и Дмитрия, и Песков, что бы Трамп ни делал. Поэтому интересно предложил Трамп. Я не знаю, как поступят в Кремле. Надо соглашаться и идти под флаги Дональда Трампа в этот, значит, искусственно созданный там, форум мира. Что касается Кирилла Дмитриева, о котором ты сказал, слушай, ну ни для кого не секрет, что Дмитриев, Уитков и Кушнер давно уже разговаривают на одном языке. Я не имею в виду английский, это понятно. Я имею в виду язык цифр и сделок. Это 3 представителя бизнес-кругов. 2 американцев и 1 из России. Они обсуждают бабло, деньги, экономику, маршруты, редкоземы. Они рассуждают вот там, вот так. Это с одной стороны. И с другой стороны, они все время пытаются как бы создать платформу, чтобы партия войны в окружении Дональда Трампа не увела его с этих рельс. Вот все-таки, чтобы не увели его туда вот в масштабы Рубио и так далее. Поэтому да, Дмитриев ездит везде, где есть Уитков. Майами, значит, Майами, Давос, значит, Давос, Париж, значит, Париж, или где они там были. Ну да, в Париже, по-моему. Нет, где была последняя встреча коалиции? Где там встречался Уитков? Столько встреч уже было, что не помню. Ну, не в важно. Париже была встреча. Европа. Смотрите, тут просто Париж. есть один нюанс, и вы тут понимаете, как вы там сами себе немножко, не то что сами себя исправляете и сами отвечаете на свой вопрос. Вы говорили, что Трампу можно ведро с помоями на голову вылить, и они скажут: ой, дорогие партнеры, россияне, да? Ну не сработал же мирный план Трампа. Ну не сработал же. И предложение Россия говорит: мы будем изучать, мы вот будем коммуницировать. И у нас на самом деле, слава богу, кстати, я хочу как бы наконец-то отметить, что слава богу, у нас перестали, скажем так, вот так освещать эти переговоры. И вот там Буданов с 2 гражданами Америки, Дэвидом Брауном и Умеровым, съездил на переговоры в Майами. И нет никаких... Объясни хоть, кто такой Дэвид Браун. Я знаю, зрителям Диджей объясни. Браун, ну, диджей. Вот есть диджей-технократ Лещенко, а есть Арахамия, диджей Браун, понимаете? Они все диджеи. Крутятся диски, называется, понимаете? Пока у стариков межпозвоночные крутятся, они вот крутят шарманку, понимаете, вот эту свою. Да. 2 гражданина Америки. И вот, слава богу, никто ничего не пары сус. То есть мы ничего не знаем об этих переговорах. Значит, главный там Умеров, да, он там докладывает Зеленскому, что-то пишет, какие-то пространственные вещи о том, что о чем договорились. Зеленский каждое свое обращение говорит: вот сейчас я послушаю Умерова, или вот Умеров едет, сейчас Умеров расскажет. Но подробностей по сути переговоров нет. Ровно как и нет со стороны России. Единственный намек на это был от Путина в четверг прошлый, что Россия готова рассматривать формат завершения войны в Украине в рамках архитектуры европейской безопасности. И тут мы видим, собственно, архитектора с молоточком, с зубилом, который отсекает все лишнее. Вот отсекают Гренландию, да, вот сейчас еще чего-то отсекут. А с украинской стороны все молчат. Поэтому сказать, что там они могут делать все, что угодно, а Россия как бы все проглатывает, тоже как бы не совсем верно. Там идет такая достаточно жесткая, по-моему, игра, но в отношении Украины так точно. Россия, первое, сейчас очень не понравится
части твоей аудитории. Первое. Россия не может жестко играть в отношении Соединенных Штатов Америки. Хочет, но очень не может. Могла бы, сыграла бы, защитила бы и Асада, и Мадуро, и не дала бы арестовать свои суда в нейтральных водах. Поэтому забудьте про Россию же. Все, что они могут, это пугать мир ядерным оружием. Больше пугать нечем. Кстати, заметьте, все свои достижения Трамп делает никого не пугая ядерным оружием. Спецслужбы, там, ЦРУ, Мадуро арестовать, можно полететь побомбить Иран, можно забирать Гренландию там, и так далее. Но не пугает он мир ядерным оружием. Потому что есть деньги, есть инвестиции, есть мощнейшая армия, мощный флот и так далее. Китай тоже никого не пугает ядерным оружием. Свое величие Китай добивается другими способами, отличными от американского способа, другими. Да? Инвестиции, партнерство, строительство атомных блоков, больше всех в мире 27. Значит, на втором месте Россия строит 19, но Китай строит у себя, Россия в основном за рубежом. Значит, Росатом и так далее. То есть Китай и Россия в этом плане готовы там вытеснить Америку вот с этого рынка. Но какая жесткость у Путина может быть по отношению к Трампу? Трамп арестовывает твои суда, а ты что-то мямлишь в ответ. Трамп Мадуро арестовывает. Так я про Украину вам говорю, по теме Украины. Теперь про Украину. Ты говоришь, ты вот аргумент такой сказал. Ну смотри, у Трампа же не получилось, значит, как это, план Трампа мирный. Так а при чем есть Россия? Как раз мирный план Трампа был согласован Трампом с Россией. В Анкоридже, так мне почему-то кажется. А не получилось, потому что против Европы и Украины. И это то, о чем я говорю тебе уже 28-ю программу. Что Трамп и Путин, вы можете договориться о чем угодно. Даже о разделе Марса. Вы не можете договориться про Украину. Потому что вы не сможете это имплементировать. То есть договориться можете, реализовать нет. Вы не можете реализовать без того, чтобы на это согласилась Украина, и вот европейские партнеры. Хорошая Европа, лицемерная, плохая. Другой же Европы нет, а мы находимся здесь. Географически, ментально. Мы вынуждены противостоять Трампу, как-то, да, опираясь хоть на кого-то. Опираемся на европейских лидеров. Поэтому то, что было написано там, нас не устраивает, и поэтому ничего у Трампа не получилось. Это длится уже И Россию не устраивает. Украину и Россию не устраивает. Россию все устраивало, то, что там было написано. Вывести войска с Донбасса, что там было еще написано. Много там чего было написано в плане Трампа. Россия уже перестала устраивать то, что написано в украино-европейском плане. Тут не устраивает Россию, там не устраивает нас. Консенсуса пока нет, и у Трампа здесь пока не получается. Но он потерпеть может. Ему есть чем заниматься Трампу. Февраль, март, апрель, мол, пожалуйста, можете продолжать. Посмотрим, Саш, по поводу Давоса. Я просто еще раз про Россию. Путин просто опытный и умеет себя вести перед камерами телевизионными, умеет вот такое сохранять, такой снисходительный вид, спокойный тон. Какой вид, какой тон? Завтра 365 дней, как у власти Трамп. Что Россия добилась военным способом в Украине? Скажите мне, 5-й год войны скоро пойдет? Славянский Краматорск не могут взять. Вы о каких целях и завоевания говорите? Потеряно влияние российское в Средней Азии, в Закавказье, в Сирии, в Венесуэле, в ряде стран Африки. Тотальная зависимость России от Китая. Потерян часть европейского рынка. Взорван Северный поток-2. Трамп делает все, что хочет, а Россия вынуждена комплементарно с улыбкой на лице, и Кирилл Дмитриев следует за Уиткофом, да, куда бы тот ни ездил бы. Вы о чем говорите? О чем вы говорите? О том, что кто-то выходит и опять всех пугает, значит, орешником без боекомплекта. Да меня на улице когда-то учили. Вытащил уже, то бей. А не можешь не вытаскивай. Так а кто кого, подождите, а кто пугает ядерным оружием? Постоянно Караганов, он дает интервью Карлсону, Такеру Карлсону. Говорим Караганов, подразумеваем Путин, это идеолог Путина. Он говорит, что Путин мягкий слишком для этих. Но он бы сделал так. Это же игра в хорошего... Саш, это же игра в хорошего и плохого полицейского. Выходит Караганов, говорит, надо поднимать эскалацию и ударить ядерным, значит, лучше по Британии там, или по Германии. Дальше ставит запятую
Ну, чтобы сказать, говорит, не, ну вот Путин мягкий, слабый, он как бы на это не идет. А если он на это не идет, ты зачем об этом говоришь? Ты что, на кнопку можешь нажимать, товарищ Караганов? Нет. А нахрена ты об этом говоришь? Просто так, да поговори о каком-нибудь колобке тогда. А вся риторика, вот все, что Россия кого-то хочет напугать, сводится к орешнику и ядерному оружию. И Европе страшно, им страшны даже дроны. Американцам не страшно, и украинцам не страшно. И поэтому оно все впустую. Ну, Украина не боится, мы прошли, все уже прошли. Не все, Тяжело, страшно. Дмитрий. Ну, мы не А все что еще не? прошли. Ну, сейчас А что мы еще не катастрофа прошли? по городам Украины, без света, Ну, без проходи, я же всего. здесь живу. Зачем ты Ну, мне говоришь про смотрите, так катастрофу в мы не городах? прошли Я тут еще. живу. Так мы не прошли. Мы, Я понимаю, что мы вы тут проходим. живете, но мы Мы не прошли прошли. все. 4 года нас бомбят. 4 года, не месяца, года. Поэтому России надо учиться у Дональда Трампа реализовывать свои цели. У Трампа была цель свержения Мадуро и взять под свой контроль Венесуэлу. Ему понадобилось 3 часа 40 минут. У Трампа была цель заставить там, да, сектор газа там и так далее. Он иранскую проблему тоже решит. Она длинная, но решит. Отлетал, побомбил и улетел. Иран будет еще 5 лет восстанавливать свой ядерный потенциал. Кстати, про мощь России, про то, как они лебезят перед Америкой. Я же всегда с фактами. Напомните мне, что произошло 17 января 2025 года, за 3 дня до инаугурации Трампа. Я вам напомню, показательно и показушно, демонстративно. Россия и Иран подписали союзническое соглашение аккурат перед, значит, инаугурацией Трампа, продемонстрировав ему, что мы союзники, и теперь это будет козырь в руках России на будущем переговорном процессе с Америкой. Скажите мне, пожалуйста, Трамп забил болт на то, что вы союзники, пошел отбомбил Иран. У меня вопрос в студии. Как ответила Россия? Бомбили их союзников. Ответ в студии. Никак. Спасибо Дональду Трампу за его усилия по миру в Украине. У меня вопрос второй. Мадуро, Путин. 2 союзника. В Венесуэле находятся С-300 и установки БУК. За 2 недели до ареста Мадуро туда приземлился Ил-76. Я думаю, что не с конфетами и не с сигаретами, а с оружием. Трамп провел операцию, забил болт на все это. Да, провел операцию силами ЦРУ, спецслужб, там других спецподразделений, арестовал, вывез Мадуро, кого-то там купили, подкупили, неважно. Ни один С-300, ни один БУК даже не начал работать. Скажите мне, пожалуйста, как отреагировал Путин? Спасибо Дональду Трампу за его усилия по миру. Умываются они, потому что Трамп это поймал. Да ничего не может Россия сделать Дональду Трампу. Другим может, наверное, а тут не может. Когда Трамп подписывает с Арменией стратегический договор 76/24, по-моему, я, может быть, ошибался там в долях предприятия, и забирает стратегический коридор. Где Россия? В Армении. А в Баку где Россия? А в Казахстане? Вот что за эти 4 года почти Россия теряет из своего геополитического влияния, и ничего она не может противостоять Трампу. Но это медицинский факт, пожалуйста, пусть зрители напишут, где и в чем я не прав. Кроме гадостей там в мой адрес и там Ну, каких-то... вы... По фактам, пожалуйста. Смотрите, если так... Сейчас закончу. Саша, еще одну фразу. Заканчиваю. Очень важно. Очень важно. Маленькая Гагаузия. Знаете такую, друзья? Маленькая Гагаузия рядышком с Молдовой. И там была президент. Маленькая такая девушка, симпатичная, темненькая. Она арестована в Молдове. Арестована, хотя все знали, Гагаузия, Россия, она была в Кремле, они обнимались с Путиным, союзники, маленькая Гагаузия и маленькая Молдова. Так вот ее арестовали. У меня вопрос, какая реакция большой России? Ответ, никакой. А какая может быть реакция? Мифы развеяла Украина за эти 4 года. Раньше их боялись их слов, потому что за словами больше ничего не стояло. А сейчас их слова не боятся. Арестовали президента Гагаузии. Я же не говорю, что хорошо это или плохо. Я не за и не против. Я про реакцию Кремля. Она отсутствует. Нету ее. А какая реакция может быть? Они что, войной на Молдову пойдут? Нет. Что они могут сделать? Ничего. Вот я вам обрисовал круг от Гагаузии через Сирию, через Венесуэлу. Просто продемонстрировал вам позицию Штатов сегодня. Вот с такой где-то наглой такой риторикой Дональда Трампа и позицию России.
где Дмитриев продолжает по всему миру летать за Уиткофом и Кушнером и говорит, да-да-да, вы, конечно, Европа плохие, а вы классные ребята, мы с вами, вы с нами. Трамп же это чувствует, видит, слышит. Поэтому можно еще пару Ну, кораблей арестовать. просто Вот и все. смотрите, если там опять, ну, я не хочу придираться, как бы вы разложили свою картину, там, как вы ее видите, понятно, что тут есть же, знаете, на любом натюрморте есть там объекты побольше, объекты поменьше, свет падает, там отражается, где-то что-то. Аргументируй. Смотрите, ну, как бы президента Гагаузии и как бы я пытаюсь понять позиции по Украине вот сейчас. С точки зрения пугалки ядерным оружием и ядерной историей, но этим сейчас занимается Украина. Публичное пространство бьет, депутаты, разведка ГУР, разные там эти эксперты военные говорят, вот сейчас будут бить по подстанциям АЭС, как бы круговой разлет неточный, может ударить в станцию, короче, гуманитарная катастрофа, второй Чернобыль, и сейчас это поднимают. Все думающие нормальные люди видят, что это как бы кричит украинская провластная вот эта вот вертикаль голосов. Делает она это понятно почему, перед Давосом. Но это такая вот ситуация, понимаете? То есть никогда, Я тоже так делал. никогда никто, ну давайте откровенно, ну как бы из там кто, Лавров, Путин, да, они говорили про красные линии, но никто не говорил, что будем бить ядерным оружием. Они говорили, будем бить всеми средствами, ну вот это как бы намекая, да, то есть прямо такой угрозы не было. Но мы создаем этот прецедент для того, чтобы, ну, хоть как-то укрепить переговорную позицию в откровенно проигрышном мероприятии в Швейцарии, которое Нет, точно будет. не согласен. Не согласен. Рассказываю коротко. Два предложения. Война, это в том числе война в информационном пространстве. Война – это работа на опережение, в том числе и в информационном пространстве. То, как жестко Россия сейчас бьет по энергоструктуре всей Украины, мы это все видим. Киев почти в блэкауте, Одесса у нас по 16 часов без света, и то, если повезет, многие там сутками, днями и неделями без света и Ну, тепла сегодня и воды. Харьков, Запорожье, Днепр, да. Да, Харьков, Запорожье, Днепр. Поэтому правильно, я бы тоже так поступил, сыграть на опережение. Особенно, если бы у меня были бы данные разведки, и мне бы, так сказать, была бы информация, что Россия, может быть, готовится бить по АЭС, или, может быть, позже, или не, неважно. Я бы тоже это озвучил бы, и мои месседжи должны были быть рассчитаны на Европу, на Трампа, перед Давосом. А может быть, мои месседжи и остановят горячие головы в России не бить по атомным электростанциям, если у них там эти были мысли. То есть это нормальная история. Я не знаю, при чем здесь твоя ирония, почему ты иронизируешь. Нормальная история. Выдать на опережение то, чего может быть и что категорически, катастрофически было бы для нас. То есть надо сделать все, чтобы этого не случилось. Как это сделать? Сыграть на опережение в информационном пространстве. Посмотрим, поживем, увидим. Ну, на опережение чего? Подождите. Но это... На опережение. Это называется упреждающий удар в информационной Смотрите, сфере. у нас нет... Попытаться не допустить и сорвать планы противника. Давайте так. Это, у Зеленского нет карт, кроме Трампа. Об этом говорит Трамп. То есть... Трамп вообще... Послушай. То есть я пытаюсь... Трамп вообще говорит, что в мире ни у кого нет карт, кроме Трампа. Вообще в мире есть только Дональд Трамп. Он самый сильный, самый красивый, самый мужественный, самый мощный. Он готов освободить весь мир, завоевать весь мир. Ему главное определиться уже наконец. Он освободитель, или он, значит, полководец, или он миротворец. Ну, это Дональд Трамп. В чем переговорная позиция? Смотрите, Трамп, сейчас я знаю, там целая BBC делает ролики о том, что он там своим именем все называет, и линкоры, и все на свете, и там все в золоте, все вот это Трамп. Это понятно. Позиция переговорная Украины, вот она в чем, понимаете? В чем, скажем так, сильная сторона? Давайте попытаемся, развейте тогда утверждение Трампа, что нет ничего, кроме Трампа у Украины. Не буду развеивать. Дроны, не буду развеивать. что там, вот эти, ракеты «Фламинго». Не буду развеивать. Да подожди ты со «Фламинго». Ты же про переговорную позицию. Так нет, что усилит переговорную позицию Украины? Не буду развеивать. Украина очень зависима от позиции Трампа. Это правда. Горькая, но правда. И Европа очень зависима от позиции Трампа.
Это тоже правда. Мы об этом много говорили. И тем не менее, наше зависимо во многом, в оружии, в деньгах, в политическом как бы весе, да. То есть, если, грубо говоря, представить, что Америка официально от нас уходит, да, все, говорит, занимайтесь. Это плохая будет история для Украины. Тяжко нам будет выживать против во много раз превышающей все ресурсы противника, да. То есть, кто с этим спорит? Ну, Трамп – это некая сдерживающая история, в том числе для Путина, да. Поэтому тут я не буду спорить. А теперь про переговорную позицию. Смотри, ты сказал, что там 2 дня находилась в Штатах делегация, значит, Умеров, Буданов и Арахамия, и мы как бы ничего не знаем. Ты прав. Но я тебе больше того скажу. Мы ничего не знаем от участников всех переговоров, начиная с 1 ноября 2025 года. Это впервые, наверное, все договорились друг с другом, чтобы не было никаких сливов. Ведь Уитков, Кушнер, Зеленский, Умеров, Уитков, Кушнер, Дмитриев, Уитков, Кушнер, Путин, Зеленский, все европейские партнеры. То есть посмотри, десятки часов за эти 2,5 месяца, десятки часов. Наверное, сотни страниц разных бумаг, документов, что-то там прорисовывается. И, друзья мои, ни из уст Уиткова, Кушнера, представителей нашей делегации, того же Дмитриева, мы ничего не знаем. Видно, так договорились. То есть не выдавать предварительные результаты, не делиться, мы ничего не знаем. Любую информацию, которую мы обсуждаем с вами в эфирах, мы обсуждаем только исходя из публикаций каких-то СМИ. Там, западных СМИ, которые обязательно кому-то принадлежат. В мире нет независимых СМИ, потому что все СМИ принадлежат все тем же. Кому принадлежат банки, кому принадлежат фонды и так далее. Поэтому мы ничего не знаем. Ты прав. Вот 2 дня в Америке побывала наша делегация перед Давосом. Что там было? Я не знаю. О чем договорились? Тоже не знаю. Как мы можем это узнать? Мы можем это узнать по 2 составляющим. Да, если состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, то какова будет его тональность и итог? Или если не состоится эта встреча, то каково будет объяснение, почему и что будет дальше? То есть делегация Украины в Соединенных Штатах Америки, я так думаю, пытались подытожить и подвести к подписанию как минимум документа о гарантиях безопасности для Украины с участием Соединенных Штатов Америки. Ситуация с Гренландией, мне кажется, отодвинула этот кейс в стороночку, поэтому визит, по всей вероятности, был без глобальных результатов. Значит, он продолжится. Но трагедия, знаешь, в чем? Чем дольше продолжится переговорный процесс, тем дольше продолжится война, удары по энергетике, блэкауты, без света, без воды, гибель людей и так далее. Мой прогноз все равно не изменит. Вы можете как бы сейчас объяснить, я понимаю, что это делать очень сложно, это всегда очень легко делать, абстрагировавшись, тем более, что у украинцев явно сейчас, ну, украинцы другие. Это не вот тот блэкаут, который был, ну, вот в первый год, который Суровикин, ну, начинал, да. Помните? Это не тот блэкаут, это все гораздо жестче. Уже 40 или 41 мобильную кухню выкатывают в Киеве. То есть нам все говорят, смотрите, было там 6 тысяч домов, а осталось 19, типа без отопления, да, но... Простите, ситуация там гораздо хуже, чем нам рассказывают, иначе мобильные кухни не выкатывали, понимаете? Потому что горячей еды, ну, некак приготовить. Да? Есть без газа дома на электричестве, электричества нет. В общем, ужас, что происходит. И это не только в Киеве, там Харьков сейчас отбомбили очень капитально по этим, как это, ну, энергообъектам, да, там и подстанции, и остатки ТЭЦ, то есть там тоже сейчас наворачивается вот эта история. Плюс мы имеем зоны, правда, таких очень серьезных катастроф гуманитарных. И вот абстрагироваться от этого очень сложно. Но все-таки тут же как бы играет вот принцип, да, то есть как бы с точки зрения политической, ну там, России выгодно бить, ну, вырубать свет в Украине. С политической, ну так-сяк, с военной, ну там уже пускай военные специалисты комментируют, что типа, да, там запитка, все там война, туда-сюда.
С точки зрения политической, Зеленскому выгоден вот этот вот, ну, как повод поговорить, да, в Давосе или где-нибудь еще, вот это о страждущих украинцах, или не выгоден. Тут тоже с военной точки зрения, тоже большие вопросы. Вот эту ситуацию, которая близка, уже гуманитарная катастрофа, а близка к просто ужасу, ее нужно как бы оценить в контексте этих переговоров. Грамотно и плюс-минус это почти никто не делает, или все закрывают глаза, ну и типа почивают в средствах массовой информации историями, как ракета торчит из котла, но включили насосы, ну нам эксперты по телемарафону рассказывают, ну и они работают, понимаете? И мы такие потужнее, и незламнее, как это, лучше без света и воды, чем под флагом РФ, пишет какая-нибудь женщина из Италии, например. А люди уже по-другому реагируют. Соцсети разрывают эту Тину Кароль, Татьяну Либерман, которая поет песню, как бы, и ничего плохого она не делает. Она вроде как, у нас нет света, у нас нет тепла, ну мы есть у друга, давайте любить друг друга. Ну такая легенькая песня, Саш, понимаете? Саш, Как вы я не оцените знаю. ситуацию Да. вот в контексте Да. вот этих Да, я решающих понял. переговоров? Я понял. Я не понял, при чем здесь сложнейшая ситуация в стране и Тина Кароль, но прокомментирую то и другое просто в разных кейсах. Я не могу это объединить. Ситуация с Тиной Кароль – это другое отношение украинцев, уже Ну, другое. понятно, это я понял. Итак, первое. То, что происходит сейчас вот в энергетике, удары России по энергообъектам, как терпят люди, как меняться должна или не должна позиция Украины на переговорах. Ну, первое, самые темные часы перед рассветом. Перед миром всегда эскалация. Ну, такова история всех войн. И мой прогноз никуда не девается. Рубеж первого и второго квартала, ближе к лету, мы увидим результаты. Но перед рассветом самые темные часы. Это первое. Что это дает России? Ничего, это от безысходности. Они не знают, что делать. Дальше, с точки зрения реализации своей стратегии, целей войны. Вы же не забывайте, какие цели войны у России? Демилитаризация, провал полный, потому что в ближайшие 2-3 года Украина будет так напичкана оружием, как никогда. Армия будет такого Каким количества, как оружием? никогда. Подождите, ну что вы... Всем О оружием. какой В армии Украине вы сейчас... говорите? О Сейчас скажу. СЗЧ? Понимаете, в чем дело? Тут просто Нет, Саш, не понимаю. грызет другое. Грызет другое. То, в что Украине армия мы создали по количественному гаражные... составу, которой никогда не было и не Мы будет. создали гаражные Какая... кооперативы, понимаете, в полуподвалах, в домах люди прячут. Он накрыли недавно человека, Саш, 759 дронов он мне продавал. Я потом понял. говорим... Саш, скажи... Да, я понял. Саш, скажи мне, откуда у тебя такая ирония антиукраинская? Ты же в чем гражданин антиукраинская? Украины. Ты настолько смакуешь... Да какая армия? Какая армия? Какая армия? Самая мощная профессиональная армия в Европе. Самая многочисленная армия в Европе. 300 тысяч СЗЧ. Самая многочисленная армия, помимо СЗЧ, так она была бы в 8 раз больше, а с учетом СЗЧ в 4 раза больше армии Германии, Франции и так далее. Армия, которая 4 года прошла ту войну, которую не прошла ни одна армия мира. Ну, вот я про эту армию, про украинскую. Она в 4 раза больше и намного более профессиональная, чем любая европейская армия. Какая демилитаризация? Оружия в Украине очень много, а после мира, после наступления мира, после войны, в ближайшие 3-5 лет с производством оружия внутри Украины и, так сказать, за пределами Украины, она будет напичкана оружием. Ну, это уже всем понятно. Поэтому вот все, что делает сейчас Россия, вот устраивая вот этот геноцид обычного народа, простого народа, обычных мирных граждан, это же не война. Это, война это там вот на линии соприкосновения, там тактика, стратегия, ресурсы, продвижение. А вот все, что делается в городах, когда минус 10, минус 15, когда, наверное, умирают пожилые люди, мы же об этом не знаем, бабушки, дедушки, лифты не работают, трубы лопаются, без воды, новорожденные, маленькие дети. Это геноцид обычного простого, не простого, плохое слово, а мирного населения. Скажи мне, что это дает России с военной точки зрения? Ответ – ни хрена. А с политической точки зрения ответ – ни хрена. А что они делают? Да, от безысходности они делают. Пытаются продлить, и им кажется, что еще надо поддавить, и там все рухнет, и заставим Трампа, и Европа испугается, и мы вот это себе...
Что там с Купинском, куда Путин приглашал журналистов где-то недель 5 тому назад? Я так и не понял, куда он кого приглашал. Ну и так далее. Поэтому политически ни о чем. Какова позиция Украины переговорная? Она не меняется. Она не меняется. От того, насколько людям тяжело жить, государственная позиция не меняется. Нужно продолжать настаивать на нескольких глобальных фундаментальных вопросах. Что делать с территорией Донбасса? Свободная экономическая, несвободная экономическая. Кто туда заходит, кто контролирует, кто мониторит, кто несет ответ. Что это такое вообще свободная экономическая зона? Как она? Чьи компании? Куда? И так далее. Следующий глобальный вопрос. Запорожская АЭС. Но это территория Украины. Это стратегический объект, который влияет на безопасность государства, энергетическую безопасность. Но Украина должна понимать, кто там будет контролировать всю эту ситуацию. Третий вопрос. Целый пласт. Это гарантия безопасности, чтобы война, которую мы закончим, чтобы она не началась через 5 лет. Эту войну нельзя закончить просто, так сказать, таким потухнувшим вулканом. Вот пена там, да, такая сошла, и все. Нельзя, чтобы эта война закончилась замораживанием конфликта. Вот просто заморозкой нельзя. Ее нужно заканчивать подписанием глобального соглашения, глобального в мире, где будет прописан весь алгоритм, дорожная карта того, как будет происходить через 3 года, через 5, 10, 15. Там уже 100 раз поменяется Путин, но какая разница, мы же остаемся географическими соседями. Как же такую 4-летнюю войну, заканчивая ее, не думать о будущем украинского государства? Все это очень сложно, потому что каждый играет в свою игру. Трампу вообще по барабану, у Европы другие позиции. У нас 3-я позиция, у Путина 5-я позиция. Не придя к компромиссу с русскими, тоже мира не будет. Это же понятно. Ну, война же идет между Россией и Украиной. Так и не Значит, нам будет, тоже не смотрите, удастся так и не будет же компромисса вот этого, когда у нас сначала 800, потом 700, потом 800. Это я просто Зеленского, да, цитирую, и договоренности тысяч. Какая разница? Когда у нас напичкано все оружием, военные базы подписаны, против которых, ну, расширение НАТО, да, против которых только страны НАТО, я согласен. будут. НАТО здесь не будет. То есть, смотрите, НАТО не будет. А поля для компромисса, получается, нет. Просто я, смотрите, в чем дело. Вот вы там, я не хочу там, все понимают, что тяжело, все понимают, что... Но получается, из вашего ответа страдания мирного населения вообще всем по барабану. Не как бы, ну, 2 государствам воюющим. Российскому государству, понятно, вы говорите, от безысходности это делают. Ну, окей, ваша позиция. Делают от безысходности. Ничего не могут делать, терроризируют мирное население. А украинское государство не берет и не включает это в переговоры, да, чтобы не идет ни на какие уступки, компромиссы, не меняет свою переговорную позицию, потому что... Красиво. Ну, вот так. Как красиво, ага. То есть нас напугали выключением лампочки, поэтому мы должны поджать лапки и пойти на уступки. Как ты красиво это вывернул. Да нет, это не государственная позиция. Это То есть 2 государства против... Подождите, 2 государства против украинских людей, которых бомбят. Теперь вот так по государствам. Теперь по государствам. Никогда в истории человечества, к сожалению, войны не начинали и не заканчивали представители народа. Такого не было. Народ не может закончить сегодня войну, хотя очень хочет. Войны начинают и заканчивают политики. Это есть сырмяжная правда, горькая правда и медицинский факт. Политики начинают войны ради собственных политических амбиций, заканчивают войны, когда находят политические компромиссные решения, удовлетворяющие там те или иные стороны. Страдает народ в любой войне. В секторе Газа, в Израиле, в Венесуэле, там, в Сирии, в Кипре, в Европе. Народ не может сегодня выйти, да, и закончить войну. Народ не может поменять переговорную позицию Украины. Ну, потому что мы сейчас с тобой говорим об эмоции человеческой. Это одно дело. Смотрите. А государственные, межгосударственные переговоры – это другое дело. Соцопрос. Мать его так с тем Донбассом, отвечают люди. Выводите, делайте, что хотите. Власть украинская, де-факто люди, которые у власти с Зеленским во главе, говорят, нет, это у нас государственная позиция, мы никуда не пойдем. Соцопрос – это не референдум, я с вами согласен. Сейчас вот выходит Диденко, глава ЦВК, ЦИК, глава ЦИК,
и говорит, ну, Рейтерс рассказывает о том, ТВК. что, в общем, нет, там это все голосование в телефоне, за границей, там, короче, куча проблем, и голосование в телефоне он не примет, потому что это не процедура. Короче, это все тормозится. То есть референдум только на словах, выборы только на словах, куча... Как вообще сейчас какие выборы могут быть, света нет, да, в городах-миллионниках? Ну, Никаких. это Выборов не будет. физически Давай я невозможно. просто обозначу, будет легче, не надо эту тему развивать. Не будет никаких выборов в ближайшие 5-6 месяцев. Что касается референдума, то абсолютно страна не готова никаким референдумом сегодня проводить. Что касается социологии, я давно перестал ее читать, потому что это абсолютная манипуляция. Откуда я там знаю? 53%, 42%, 28%, 61%. Это такое себе дело. Но то, что люди обычные, действительно, наверное, большинство хотят уже, чтобы все закончилось. И Донбасс так Донбасс, и вот эти... Я все понимаю, это естественно, что хочется, чтобы все закончилось. Слушай, я отец 2 маленьких детей. Они учатся в школе. Не по полдня проводят в подвале. Слава богу, что в этой школе есть подвал. Потому что, ну, полдня в подвале, полдня хоть как-то они учатся. Потому я же все это прохожу, вот это же не откуда-то. Это все вот все вокруг нас это происходит все. Хочу ли я, чтобы все закончилось? Очень. Но это как человек я. Мы же с тобой ведем эфир. Ну, как бы мы же говорим о геополитике, об интересах, о политическом столкновении, о том, что будет в будущей Европе, что там видит Украина, как там видят это глобалисты, а Трамп, а Путин, а после Путина, и так далее. Мы же об этом говорим. Поэтому что же мы будем с тобой скатываться в эмоцию человеческую? Да? У меня теща живет на 8 этаже. Ну что я сейчас буду рассказывать, как это все происходит без света? Ну для чего? Понятно, но мы все понимаем. В темноте. Так, Речь о значит, другом. Речь о том, что нам опять не повезло, что мы находимся накануне выборов в Соединенных Штатах Америки, где столкнулись 2 геостратегических, как бы фундаментальных, 2 разных мировоззренчества. Это ультраглобалисты, демпартия там и так далее, и просто глобалисты, больше консерваторы, мага, трамписты и так далее. Поэтому так, задача одних не дать возможность Трампу стать триумфатором, задача другого стать триумфатором. Мы находимся в перекрестии. Вот вокруг нас и нами играют и манипулируют и одни, и другие. значит, И ну, вот Путин пытается играть вот в эту вот историю, находясь между Америкой и Китаем. Кстати, сегодня The Times написала интересно. Я просто цитирую, я там не утверждаю, что это так. Но просто, так сказать, да, The Times написала, что китайцы обиделись на Россию на Венесуэле. И даже пишут, в каком плане обиделись. Что, мол, Россия знала обо всем этом, что С-300, которые они доставили в Венесуэлу, и Буки не сработали, и даже не включались и не начали работать, и что, мол, Россия вывезли оттуда за 3 дня до этой операции Трампа, вывезли оттуда своих, значит, дипломатов. Так пишет The Times. Я ничего не утверждаю. Но нет, если тут такая тоже... черная кошечка пробежала между Пекином и Москвой, вот маленькая, котенок такой, если это повлияет на доверительные отношения товарища Си и товарища Путина. Да, тогда Если это Украине, имеет место... смотрите, просто сейчас такая история, ну, если так логически, даже вот этот вами пример приведенный, все равно Украине хуже, понимаете? Это означает, что у них там... К сожалению, да. Что у них там все на мази, ну, вы поняли, К сожалению, там, да. у американцев, Да. и они разыгрывают этот треугольник, и Россия... Смотрите, понятно, что Россия и Китай, там, дружба навек, все такое, но Россия все-таки это западная цивилизация. Россия все-таки с Китаем не потому что, а потому что, ну, то есть не потому что не тянутся, и прям так, как Караганов этот рассказывает Такеру, что идем в Сибирь, короче, евразийство. Не-не-не, евразийство, смотрите, тут это очень такой длинный процесс, тут можно по-разному его характеризовать. Россия даже сейчас, воюя с Украиной под санкциями с 2014 года, за Крым еще, вот эти первые санкции, она все равно западная страна. Вот все равно. И элиты никуда не деть, и народ, и лекала, то есть... Россия очень хотела
Это правда. Россия всегда очень хотела быть с западным миром, но западный мир ее как бы отвергал. Если я правильно помню историю, по-моему, 2 раза Россия даже, ну, Россия, Советский Союз, 2 раза просились быть членами НАТО. Один раз еще при Сталине, второй раз в 49-м, по-моему, году. Или, Смотрите, вот ну, могу ошибиться. как всегда А здесь, как это, нюанс. Вы говорите, А второй раз Путин в 2000 году хотел, да, чтобы его, ну, хотел, вы обратился, говорите, да, что Россия готова вступить в НАТО, но НАТО ответила как бы смотрите, нет. Он сам, по-моему, об этом рассказывал вы на какой-то говорите, конференции. да, ну это известный факт, 2000 год, это все помнят. Но вот смотрите, вы говорите, Россия хотела быть с Западом, а я говорю, что Россия западная страна, цивилизация и культура. И даже вот Нет, эти, не согласен. и даже Не вот эти согласен. все, скажем, Посмотри на карту, Саш. Ну как, не-не-не, 11 при чем здесь часовых карта? поясов. Посмотри на историю восточных российских территорий, регионов. Да нет, на евразийство, скорее всего, вот если бы меня спросили, вот как бы я отреагировал, евразийство, думаю, так. Понятно, что там Москва, Петербург там и так далее, понятно, что это такие прозападные регионы, города, менталитет людей, там больше богатых людей, европеизированных, что ли, людей. А если посмотришь туда, вот за Урал, ну, какой же там западный Ну, смотрите, менталитет? это уже Скорее всего, такой, нет. это уже Ну такой, да, переходим да, в такой уже да. разговор. Там за Уралом тоже щи лаптем не хлебают, там все как... Нет, И это все-таки, хлебают. это западная страна, просто с Западом или без Запада. А вообще, что такое Запад? Сейчас непонятно на фоне Гренландии, если честно. Подведем итоги опроса. Сможет ли Украина и Европа самостоятельно без США противостоять России? 2% да, есть даже шансы на успех. 4% сможет, уже сейчас оно так и есть. Европа и Украина воюют, Америка уже в стороне. 22% да, но недолго, год-два от силы. Ну и 72% считают, что нет. Вот если в таком формате Украина, Европа и война с Россией, то это обречено на провал. Вот такие результаты у нас сегодня, нашего сегодняшнего голосования. То есть без Америки никуда. И Трамп это понимает и, в общем, играет в свою игру. Ну, Саш, извини, а во что должен Трамп играть? В нашу, что ли, игру? Он всегда играет в свою игру. Последние лет 60 из своих 80 Трамп играет в себя, в Дональда Трампа. Ну, поэтому, что тут удивляться? Так, значит, поехали вопросы. Полетели. Режим Блиц. Мы, как всегда, да, вот растеклись мыслью по древу, но, тем не менее, несколько хотя бы вопросов обязательно давайте Давай, пройдем. несколько, да. Сообщество YouTube, те, которые вопросы оставляли предварительно. Так, сейчас, секунду. Вот, да, вот здесь. Значит, скажите, Дмитрий, всех зачищают? Для кого готовят поляну, по вашему мнению? Благодарю, Александр, всем добра. Я так понимаю, речь идет о политической поляне Украины. Вот сегодня был суд над Тимошенко апелляционный, его закрыли. Они там верещали, что там, ну, в общем, все закрыли. То есть политически, да, действительно, сейчас всех зачищают. Для кого поляну готовят, спрашивает пользователь. Ну, по Тимошенко это вообще другая игра, никто ее никуда не зачищает, она не опасна, как кандидат в президенты, ну, друзья мои. Там другая история, там глобалисты соросят, а Порошенко, Голос, Сорос, Пинчук, грантовские организации, ну, они берут определенный пласт власти сегодня, это видно. Ну, НАБУ – это их как бы инструмент такой, да, боевой. Поэтому не, по Тимошенко там другая история, там голосование было, там надо поставить под контроль эту фракцию, чтобы она немножко пошаталась, потому что у Батькивщины во многих голосованиях такая золотая акция. Поэтому это первое. Второе, я не знаю, кого вы имеете в виду, тогда напишите, кого зачищают. У Валерия Федоровича все хорошо, он в Лондоне кайфует. Там кто еще? У Порошенко все замечательно, да. Ну, объясните, я не совсем понял, кто кого зачищает. Зачищает, да. Нет, ну всех обнулили. Вот смотрите, Порошенко, ну там есть какое-то у него ядро свое, ядрышко, да, Залужный. Ну Ни сейчас хрена вообще... себе ядрышко. Почему ядрышко? Порошенко есть свое очень мощное электоральное ядро, железобетонный его электорат. Другое дело, что он небольшой, Порошенко не может, так сказать, избираться, быть избранным на всенародном голосовании президента. Он этого и не собирается делать. Порошенко играет в игру Залужного. Ну, я много раз об этом говорил, это мое мнение, основанное на определенном факте и информации, да. Люди Порошенко, такие как Виктория Сюмар, там, да, Сергей Пашинский, давно уже вот как бы, да, есть Залужный. А Порошенко видит себя будущим канцлером.
будущим премьер-министром. Так он видит себя. Поэтому еще раз, пусть телезритель или зритель напишет, что такое зачищают политическое поле. Кого зачистили, куда кого отправили. Напишите мне, я отвечу вам тогда с удовольствием. Потому что я так не понимаю. Юлия, это не про зачистку поля. Это другая история, на мой взгляд. Хотелось бы Смешная услышать... история. О чем? Вообще ничего смешного. Смешная. Нашли у Юли 40 тысяч долларов, а у тетки там в районном ВЛК 300 тысяч в тумбочке. Там тишина, здесь шоу и суд. Ну вот я вам и ответил. Ну, как-то тоже странно, понимаете? Ну, это ее, конечно, это очень серьезный удар по Тимошенко. Ну, как бы... Посмотрим, как она выйдет с этого. Может быть, и с плюсами политическими. Юлия Владимировна, она в законе. Она уже прошла эти все суды. Не спешите, друзья. Посмотрим, как оно будет развиваться дальше. И с какими плюсами или минусами электоральными она выйдет с этой ситуации. Я же не адвокат Юлии Владимировны, ребята и девчата, чтобы вы поняли просто. Хотя знаю ее неплохо, давно. Ну, это отдельная история. Угу. Значит, хотелось бы услышать комментарии по поводу литиевой сделки, а то 2% от добычи как-то не сильно совпадают с прогнозами Дмитрия 50/50, пишет Сергей. У меня не было прогнозов 50/50. Не ловите меня на слове, это бесполезно, у меня хорошая память. Я все помню, что я говорю. Я сказал, что правильно для Украины было бы в поствоенное время найти возможность, говорил всегда я, и участвовать в партнерстве экономическом по освоению собственных ресурсов как равноправные партнеры. Правда же? Я ж так говорил. Тогда это будет успех и расцвет Украины. Первая часть ответа. Вторая часть ответа. Как вам 2%? Хреново. Плохо. Куда нам деться? Зависимый. И Трамп этим пользуется, заводит сюда своих друзей, свои компании, свои фирмы. Вот он лоббизм. Вот она коррупция мирового масштаба. Кто сюда зашел? Миллиардер и друг Трампа, господин Лаудер. Ну вот и все. Плохая. Мне не нравится эта история. То ли еще будет. Мы же не читали с вами протоколов там этих всех, этих соглашений ресурсных и так далее. Поэтому между тем, что я говорил, как правильно должно быть, и тем, как как говорят у меня на родине, это две большие разницы. Значит, отозвались и в чате трансляции наши рассуждения по поводу блэкаутов и по поводу ударов по энергообъектам. Ну вот много пишут. Руслан, например, там задайте вопрос, он наивный вопрос, но тем не менее задам, пишет. Тяжело наблюдать, что испытывают украинцы этой зимой. И, к сожалению, это результат, в том числе, нарушения перемирия энергетического. Украина била по Судже, по Каспийским трубопроводам, обещала блэкауты в Москве. Но все же почему не вернуть это перемирие, не обратиться к украинской стороне, к российской, и запросить его снова, ведь оно же было. Ну и здесь, соответственно, тоже Украина тоже бьет по энергообъектам. Действительно, да, бьет. И вот еще Курск сегодня новость, позавчера Белгород тоже готовится к эвакуации. Вопрос-ответ будет. Коротенький разблиц. То есть Украина тоже бьет, вы пишете, по энергообъектам. Мой ответ будет в виде вопросительных такой. А не должна? Я закончу. Это мой ответ. По поводу энергетического перемирия, что вы скажете? По поводу энергетического перемирия. Я за. Я бы очень хотел, чтобы это было. Чтобы перестало твориться то, что творится. Но с этим предложением к двум сторонам должен выйти кто-то, кто пользуется уважением с двух сторон. Это только один человек, Дональд Трамп. Трамп? Да, только Трамп. Вот если он выйдет с официальным предложением к Путину и к нам, поверьте, мне кажется, что мы бы пришли к энергетическому перемирию. Посмотрим, может быть, в Давосе сейчас нечто подобное произойдет. Я же всегда говорил, что сегодня сказал, что самые темные часы перед рассветом. Посмотрим. Это да. Значит, действительно, вы как-то про Тину Кароль не отреагировали. Вот мне интересно, почему. Пожалуйста, да, извини, я забыл просто. Про Тину Кароль. Народ штормит по соцсетям просто. Они перепевают эту песенку ее. Да. Ух! Значит, я удивляюсь народу нашему. Я в шоке просто, да. То есть никого не интересует блэкауты, ТЦК, коррупция, то. Ну вообще, давайте Тина Кароль что-то там не очень удачное спела. Не очень она удачно что-то спела. Вся страна обсуждает Тину Кароль. Значит, сегодня вся страна обсуждает любовника певицы Алёши. Блять, очень интересно всем.
кто кому там что должен. Охереть можно было. Я в шоке от людей наших. И, конечно, белое пальто Юлии Владимировны. Это, бля, очень интересно. Ну что, еще, Я не такой еще Кулеба сегодня попал в таблоиды. да, что... Кулеба, который, да, послал всех, да, вот, да, кофе пить в рестораны. Конечно, весь украинский народ может пойти в рестораны. Просто Кулеба живет в другом измерении. А на фоточке он в кофточке Дольче Габбана за 2500 евро. Да, что, может себе позволить, у него все хорошо. О чем говорит, давайте в рестораны, поддержите бизнес, да. Сюр. Это сюрреализм. Это какой-то сюр. Это, ну что же я могу сделать? Что я буду сейчас комментировать? Что спела Тина Кароль? Ну, не попала она, да, бог с ней. Она, что ли, виновата в этом все? Ну, так уже, если... Ну, неудачно. Ну, окей. Ну, сказали там. Все, ну, проехали себе дальше. И сегодня Алеша вот это вот. Любовник Алеши что-то там требовал. Везде портреты парня задержали. Бля, вся страна обсуждает, кто с кем. Мне не интересно. Честно. Угу. Зачем автоматчики возле пункта обогрева, спрашивают пользователи. Чтобы не было, ну, я могу от себя ответить. Я не знаю официальный ответ на этот вопрос, но я думаю, чтобы не было мародерства. Ну, как бы, вот я что так думаю. Пункт незламности не ограбили? Ну, да, чтобы что-то как-то, чтобы все. Ну, я так думаю. Ничего там плохого я не вижу, слушайте. Но если в пунктах незламности кто-то из военнослужащих там стоит, охраняет, и как-то это все цивилизованно и системно, ну пусть охраняют. Что тут такого, я не могу понять? Что вы везде ищете какую-то черную кошку? Да нет ее там. И ТЦКшники тоже нормально, им тоже надо погреться, правильно? Кого? И ТЦКшники тоже нормально, им тоже надо погреться. И ТЦКшники тоже люди, они же люди. Просто все погрязло в системе коррупционной. Ее или разгонят, или она нас загонит. Или ее разгонят, или она нас загонит. Вот и все. А прикалываться, иронизировать по пунктам незламности, когда минус 10 и нет света и воды, я не буду. Не, так это не прикол, подождите. Ну, нацгвардейцы, ТЦКшники, ну, в пунктах. Понятно, что это мужички, что выходят, те, кто сидел в подполье, и вот их принимают. Пусть это все... погреются, может, с головой у них что там, как-то прозреют они, может быть, что они творят и что они делают. Может, от тепла им что и поможет, не знаю. Так. Вы обвиняете Александра в антиукраинской иронии, а ваше как бы потужничество, это же тоже по сути антиукраинство, потому что этим переможничеством мы толкаем к еще большей катастрофе свою страну, пишет Никита. Смотрите, я понял, Никита, вы опять обманываете. Да нет у меня никакого потужничества, я очень хочу, чтобы война закончилась. Какое же у меня потужничество, если я 52 раза повторил, что мы зависимы от Трампа, от США, что Европа слаба, что нам одним не выстоит. Где вы нашли потужничество? Я просто еще раз хочу разделить человеческую эмоцию, позицию. Хочется человеку мира или нет? Конечно, хочется. И государственную позицию. Как бы я вел себя вот в нынешней ситуации переговорной. Это не всегда одно и то же. Вот о чем я и говорю. Где вы нашли у меня потужничество и вот это вот, да, игра мускулами? Да нет ее. Нет и в помине нет. Но когда речь идет об украинской армии, да. Ну да, это медицинский факт, признанный всеми. Ну это одна из самых мощных профессиональных армий в Европе. Прошедших 4 года таких горнил, такой войны. Это правда. Что касается оружия, это тоже правда. Что касается состояния украинского общества и насколько, ну, слушайте, ну, посмотрите на людей, живут же, живем же. И дни рождения празднуют, и праздники, ну, как-то все это происходит, а тут летает, а тут взрывает. Ну, почему же об этом не сказать? Почему же где-то там внутри не может... С одной стороны гордость, а с другой стороны думаешь, господи, а как же мы сами себя загоняем? Вот этими мовными, вот этой культурой, историей, сами себя изнутри вот это вот, да, сталкиваем лбами, хотя могли бы быть такими мощными и едиными. И нам придется с этим столкнуться. Война закончится. И эта война закончится рано или поздно. Компромиссом закончится, переговорами и миром закончится. И потом украинское общество останется само с собой. Вот и будем друг с другом выяснять, кто больше патриот. По поводу этого вопрос. Александр Шелест, задайте, как он относится к будущим люстрациям послевоенным? Ну, вы как относитесь? Я к люстрациям отношусь всегда хреново. Люстрации должны быть индивидуальные и
конкретный. То есть по отношению к конкретному человеку в соответствии с Конституцией, законами Украины и Уголовно-процессуальным кодексом. Всех грести под одну гребенку. И тогда я был против, и сейчас я против. Ну вот. Если я правильно понял ваш вопрос об этом ли. Так, значит, тут интересно, ну это правда еще парадокс, вот это Украина, да? Тут Тимошенко задерживают за 40 тысяч, а у бабушки в Каменском, Днепродзержинске, которая ВЛК Я же сказал об курирует, этом. 300 300 тысяч. 300, а у нее 40, а у этой 300. Ну, такой. Просят прокомментировать слова Юлии по поводу фактического фашистского режима в Украине. Вот. Как Не Спивак буду относится к этим комментировать слова словам? Юли. Не буду комментировать, потому что это ее эмоции, она не права, я не поддерживаю это, да. И зачем, почему она так поступила, это надо спросить у нее, как мне нужно прокомментировать, что говорит Юля. Более того, она до этого случая прекрасно голосовала с властью и нормально себе сосуществовала. Друзья мои, смотрите, у меня есть такая фраза «надо учить матчасть». У меня есть еще другая фраза. Когда что-то говоришь, опирайся на факты. Вот вы когда формируете этот вопрос, вы потрудитесь, потратьте 5 минут времени, посмотрите, да, как вообще вела себя Юлия Владимировна и фракция «Батькивщина», предыдущий возьмите год. И вы поймете, что это лицемерие, потому что прекрасно Юлия Владимировна сосуществовала с властью, с партией власти, голосованием и так далее. А это эмоции, она уже начала избирательную кампанию. Юля начала избирательную кампанию на оппозиционном к власти поле. Она хочет забрать эту электоральную площадку у других. Ну вот и все. Юля опытный, хотел сказать, опытный товарищ, пусть будет так. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний эфир, за то, что присоединились, за то, что вопросы задавали. Ждите понедельничного Спивака, готовьте свои вопросы. Дмитрий, вам благодарен за время и мысли. Спасибо, Саша, тебе, спасибо зрителям. И мира и добра всем нам скорейшего, и чтобы, не дай бог, лампочка не потухла над страной. Вот, переживем, надеюсь, как-то выдержим и переживем. Спасибо, друзья. Берегите себя, всем добра и света. Абсолютно без иронии. И во всех смыслах этого слова.